Добрый день, друзья! Меня зовут Станислав Сопов. Сегодня у нас на канале «История фотографии». После прорыва Брянского фронта 3 октября 1941 года 4-я танковая дивизия Гудерина захватывает Орел. В это же время на станции Мценск разгружаются танки 4-й танковой бригады Катукова. В полдень следующего дня на окраину только что захваченного Орла вырываются танкисты Катукова. Их цель – выбить незакрепившегося противника. В это же самое время в районе железнодорожного моста и вокзала немцы готовят оборону и подтягивают силы. Неизвестный фотограф из 4-й танковой дивизии, заслышав шум, достает камеру. То, что он успевает отснять, мы сейчас и попробуем рассмотреть. Кадр 1. Дым боя танков КВ-1. Мотоциклист обернулся на шум взрывов. Видно что-то похожее на танк. На переднем плане закрытый ветками полугусеничный тягач. Кадр 2. Слева 34-ка, она еще плохо различима и смазана, зато ее отлично видит фигура танкиста в центре. Взоры находящиеся на переднем плане стрелков обращены к горящему тягачу и 15-сантиметровой гаубице. Возле них танк Панцеркапваген-3 из 35-го танкового полка повернул башню в сторону 34-ки. Кадр 3. Появляется 34-ка. Человек в черном бежит, а 34-ка несется на него. За всем этим смотрят многочисленные зрители. Справа видна будка стрелочника, возле которой все закончится. Кадр 4. Человек в черном остановился явно в шоковом состоянии. 34-ка что-то подмяла и продолжила движение. Справа хорошо видна грузовая платформа, стоящая на станционном тупике. Кадр 5. 34-ка останавливается на насыпи возле будки стрелочника и станционного тупика. Кадр 6. Виден мост и грузовики, выезжавшие из-под него. Начинается пожар. Видно, что танкисты в последний момент пытались таранить машину, водитель которой присел от взрыва боекомплекта за прицепом. Кадр 7. Взрывом боекомплекта срывает башню 34-ки. Об этом бое говорят и документы противника. 4 октября основные силы дивизии подошли к Орлу. В полдень русские танки атаковали вокзал, где мы уже успели организовать оборону. 2 52-тонных русских танка были подбиты. Потерян один наш танк. 2 участвовавших в этом бою танка КВ-1 также были потеряны вместе с экипажем, уничтожив при этом Панцеркапваген-4 командира роты обер-лейтенанта Фистера вместе с его экипажем. Один из танков КВ был подбит зенитчиками 11-го зенитного полка, о чем говорит характерная надпись на башне. Благодаря этим фото, показанным ветерану 35-го танкового полка Арно Дёбюсу, удалось узнать судьбу экипажа одного из танков. Когда они с пехотинцами подбежали к танку и хотели открыть люк, внутри раздались выстрелы, звук и бум. Танкисты застрелились или взорвали гранату. Из имеющихся фото и документов мы можем предположить, что в первом танке Т-34 был командир взвода, младший лейтенант Олейник Петр Захарович, пропавший без вести вместе с экипажем в городе Орле 4 октября 1941 года. Вероятно, что застрелился экипаж второго танка Т-34, командир роты старший лейтенант Василий Иванович Раков. Танк был оставлен в Орле 4 октября 1941 года. Экипаж числится пропавшим без вести. А в следующий раз у нас рассказ о комиссии Фердинанда Порше в районе Мценска и о захвате секретных установок БМ-13. С вами был Станислав Сопов. До новых встреч!